За какую секунду от начала движения путь, пройденным телом, равно ускоренном движении, втрое больше пути, пройденным в предыдущую секунду, если движение происходит без начальной скорости? Смотрим на ускоренное движение без начальной скорости. Давайте рассмотрим движение за 3 секунды, как движется тело. Итак, это путь, пройденный S1 за первую секунду, это путь пройденный за 2 секунды, S2. Естественно, путь, пройденный за 3 секунды, будет называться S3. А путь, пройденный только за 1 секунду, обозначаем как L1, путь, пройденный за вторую секунду, только за вторую секунду, как L2, и путь, который пройденный за третью секунду, как L3. Дальше пока не будем рассматривать. Итак, без начальной скорости путь, пройденный за первую секунду, у нас запишется таким образом. S1 равно, скажем, пусть за эту секунду будет время t. А t квадрат делить на этот же самый путь будет равен конкретно L1. Это отрезок времени тоже t, потому что это вторая секунда, это третья секунда. Давайте посмотрим, какой будет пройденный путь за вторую секунду. S2 равно А. Вот здесь t у нас уже 2t. 2t в квадрате делить на 2. И это будет равно А умножить на 4t квадрат делить на 2. Или а-t квадрат, напишем так, более сжато, умножить на 4. А конкретно только за L2. Вот какое будет здесь расстояние L2. Для того, чтобы узнать, какое расстояние L2, надо от S2 отнять S1. L2 у нас будет равно S2 минус S1. S2 это а-t квадрат делить на 2, что множится на 4, а S1 минус а-t квадрат делить на 2. Что можно вынести? Давайте вынесем за скобки а-t квадрат делить на 2. В скобках будет 4 минус 1 равно а-t квадрат делить на 2, что множится на 3. Это мы уже узнали. Давайте посмотрим, как путь пройдет за S3. S3 равно А. А время-то 3, также у нас будет 3 умножится на t в квадрате и делить на 2. Будет равно А на 2, 9 на t квадрат. Равно а-t квадрат делить на 2, что множится на 9. Это за весь путь пройдет. А какой пройдет за L3? А за L3 надо S3 отнять S2. S2 у нас известно. L3 будет равно S3 минус S2. Итого получаем сколько? S3 а-t квадрат на 9 разделенное на 2 минус S2 а-t квадрат на 2, что множится на 4. Опять же, а-t квадрат на 2 давайте вынесем за скобочки. Получим здесь вот такое выражение. 9 минус 4 равно а-t квадрат на 2, что множится на... Получили вот такие пропорциональные последовательности. То это, если L1 у нас будет единичка, как а-t квадрат на 2, тогда L2 у нас будет троечка. Вот это тоже а-t квадрат на 2, тройка. 3 раза больше. А S3 будет пятерочка. Такие последовательные увеличения вот этих путей, которые проходятся только за конкретные секунды. Как если взять это за единицу, так это в 3 раза больше единицы. Это, естественно, уже в 5 раз больше единиц. Можно продолжать в таком же виде рассматривать и дальше. Но давайте посмотрим, как это будет выглядеть в общем виде для какой-то секунды. Пусть это будет секунда ката. Посмотрим, как это будет для катовой секунды. У нас есть расстояние какое-то. Есть катая секунда, t умножить на k. И есть впереди, конечно, t умножить на k минус 1. Это будет L катая, а это все, конечно, будет впереди. S катая. Ну, а это уже будет SK минус 1. S катая, как мы можем записать? Это А умножится на t умножится на k в квадрате. Делить надо. А SK минус 1 чему равно? SK минус 1 равно А. Время, конечно, на k единичку меньше. А вот теперь поставим такие квадратные скобки, чтобы надо было как-то разделить. Множится на k минус 1 и в квадрате и делить на 2. И вот, чтобы узнать, чему будет равно L катая, это равно S катая минус SK минус 5. Подставим вместо этих значений то, что мы здесь получили. Итак, L катая равно А. Откроем скобочку. T квадрат, что множится на K квадрат. Делить на отнять. Тут дробь, конечно, двоечка внизу. А остается тоже T квадрат, что множится на K минус единица в квадрате. Равно. Давайте сразу вынесем а-t квадрат делить на 2 за скобки, чтобы они нам не мешали. L катая равно а-t квадрат делить на 2. За скобки вынесли, в скобках получили k квадрат минус k минус единица в квадрате. Вот такое выражение. Откроем вот эти скобки, это квадрат разницы. Итого L катая равно а-t квадрат делить на 2. В скобках будет k квадрат минус, запишем без квадрата, чтобы потом уже было понятно, что и как мы будем сокращать. K квадрат минус 2k плюс единица. Ну, теперь, естественно, откроем эти скобки. Здесь давайте откроем их. Итого L катая будет равно t квадрат делить на 2. Остается в скобках k квадрат. Открываем скобки. Минус k квадрат. Минус на минус плюс. Плюс 2k и минус единица. Что получили? Получили, что k квадрат сократился. И мы получили вот такое выражение. L катая равно t квадрат делить на 2, что множится на 2k минус единица. Что вот это вот такое выражение? 2k минус единица в математическом выражении это любое нечетное число. Фактически при k мы будем подставлять 1, 2, 3 и так далее, мы будем просто получать нечетное число. Вот, например, k равно 0. Я только вот это выражение само
буду записывать. K равно 0. Значит, вот это все выражение скоб будет равно, например, минус единицы не будем учитывать. K равно единице будет 2 минус единичка. K равно двойке. 2, 4 минус 1, 3. K равно тройке. 6 минус 1, 5 и так далее. Если мы даже возьмем любое значение, скажем, число 10. K равно 10. 10 на 2, 20, минус 1 – это 19. Вот это K. Она любое число делает из него целое число, причем четное число, а минус единица из этого четного числа всегда делает нечетное число. Фактически при рассмотрении движения тела равноускоренным движением с начальной скоростью v равно 0 получается соотношение длин вот этих, которые разделяются за одно и то же самое время, первое, второе, третье, будет соотношение как 1 к 3, 5, 7 и так далее. То есть ряду нечетных чисел. В данном случае, если нам нужно посмотреть 3 раза больше последующее число от предыдущей, так из этого ряда видно, что 1 – это предыдущее. Все остальные другие, они вот такое соотношение 1 к 3 не получают. Ответ будет 1. За вторую секунду тело пойдет 3 раза больше, чем за первую секунду.